Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Посмотрите на нас. Мы живем в своих серых бетонных джунглях. Спешим. И совсем забыли о том, что наш мир полон чудес. В новом сезоне «Орел и Решка» отправляется в экспедицию по самым захватывающим и красивым местам нашей планеты. Каждую неделю наши ведущие Алина Островская, Алина Стеновец, Алина Брандо и Антон Зайцев Антон Зайцев. Зайцев Антон. Маэстро Антон Зайцев. будут исследовать одно из величайших чудес света. С ума сойти! Нас ждут творения древних цивилизаций, неземные красоты природы Восторг! Весь Гуйлинь! и обычаи, которые потрясают мир. Кто увидит чудо света как миллионер, Встречай новую хозяйку! а кто из окна палатки, как всегда, решат орел или решка. Я хочу, чтобы вы это увидели. Ну вот почему времени 7 часов утра, а я уже как плавленый сырок. Держись. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света». И мы прилетели в Иорданию увидеть наше следующее чудо света – древний город Петра. А в Петре есть кондиционер? Конечно. Правда, в машине. Понял. Значит, надо выиграть золотую карту. Значит, надо выиграть. Орел? Решка. Оп! Это цифра? Это решка! Конечно. Решка! Ну что, мой маленький кораблик пустыни, отправляйся. Из этого путешествия ты вернешься как минимум на 10 килограмм легче. Пока, Хабиби. Я правда очень рада. Сегодня мы отправимся на юг Иордании, в таинственный город Петра. Город красный, как роза, и вечный, как время. В подлинную Атлантиду пустыни. Мы пройдем весь путь первооткрывателей. Станем Индианами Джонсами и Лоуренсами аравийскими. Преодолеем пустыни и горы, Иорданский Диснейленд! чтобы заново отыскать это древнее чудо света. Я король пустыни! %90 территории Иордании занимают пустыни и полупустыни. И, конечно, здесь мне совершенно не подойдет спорткар или лимузин. Я выбрала настоящую рабочую лошадку здешних дорог. Вот эта крошка проедет везде. О, святой хумус, кондиционер! Да! Никогда не думала, что буду так радоваться такой стандартной функции машины. Окей, we can go. Путешествие к Петре мы решили начать с иорданского курортного городка Акаба. То, что мне выпало $100, это еще полбеды. Вторые полбеды – то, что из аэропорта до города можно добраться только на такси.
За поездку от аэропорта до Акабы хитрые таксисты просят 10 динаров. Это 14 баксов. Для меня это слишком много. Поэтому единственная надежда — поймать машину на трассе. Уже первая машина. Ну, в Иордании самый дружелюбный народ. Hello. Can I go to Aqaba? Of course. With you. How much? Free. You're gorgeous. One more guy. Саня, поехали. Is it normal here that you catch some people in the road and they ride with you? And what is your name? I didn't ask you. My name is Sai. Антон. Антон, nice to meet you. Если кто-нибудь в комментариях скажет, что это подстава, я вас лично найду, и у меня теперь есть друг Саид. Будете извиняться. В интернете об автостопе в Иордании пишут разное, но я на своем опыте убедился, что он тут на 5 с плюсом. Уж поверьте, иорданцы никогда не бросят человека посреди пустыни. Can we stop here? Thank you. Goodbye. Иду по пустой трассе рядом с огромным баннером Петра. Тут же, через секунду, привет, останавливается какой-то мужчина, приятный бизнесмен, довозит меня до города. 5 минут, и я в Акабе. Я сам не понял, как это произошло. Мы въехали в Акабу. Именно отсюда ближе всего добираться к нашему чуду света Петре. В самом городе не особо много достопримечательностей. Он такой курортный, сам небольшой. Ну, про все остальное вам расскажет Антон. Уверена. Акаба с арабского переводится как «адское пекло». Наверное. Но другого варианта я не вижу. В эфире рубрика «Факты из тенька». Факт первый. Акаба стоит на берегу Красного моря. Это единственный портовый город в Иордании. Факт второй. В Акабе живет 190 тысяч человек. Факт третий. В августе в Акабе не сезон. Вот прям татуху себе выжгу. Не сезон. Акаба – городок небольшой. Вполне достаточно 1 часа, чтобы увидеть все главные городские интересности. Тут есть Городской пляж, но тут в основном только местные, плотно укутанные. Развалины форта Акабы стоят, разваливаются. Флагшток, самый высокий в Иордании, на ремонте. Флага нет. Главная площадь Акабы. Наверное, самое приятное место в городе. Вот такое место. Пройдемте дальше. Кроме Петры в этих краях есть еще на что посмотреть. Поэтому древнее чудо света я оставляю на завтра, на десерт. А пока рвану навстречу приключениям в иорданскую пустыню. Вот, пожалуйста, местные пробки. Ай, класс! Какие хорошие! О, он кинул палку! Он только что бросил палку! Я в шоке. Добро пожаловать. О, смотрите, тут даже на воротах написано «Экстербахтах-А». Это же арабский. Если ты все посмотрел в Акабе, уезжай. Так и поступлю. Только сначала куплю чего-нибудь съедобного. И потом все, в Петру, к бедуинам. Дешевле всего закупаться на рынке. Чего здесь только нет. Специи, консервированные оливки, какие-то травы, морские звезды, козы очень странные, снова специи, горы овощей и фруктов. Зачем что-то покупать на рынке и тратить деньги, если вон еда сама падает тебе под ноги? На самом деле это не нетерпеливая козочка пробежала, это еда, финики. И ими можно затариться на все 2 дня. Саш, попробуй. Можно есть. Вкусно? Гуляя по рынку, я нашел еще кое-что интересное. О, прикольно. Это местная пекарня. Тут делают питы, круглые плоские лепешки. Говорят, что их рецепт не менялся почти
14 тысяч лет. Can I help you? Yeah? Понимаете же, я на решке не вечно, а подработка и лишняя денежка никогда не помешает. Слушайте, тут все очень просто. Большая печь, как такая огромная граммофонная пластинка. Она крутится, на нее кидают хлеб, он делает всего один круг и уже возвращается готовым. Как ты это делаешь? Парень в прямом смысле горит на работе. Все, надо хвататься за кончик пита, и тогда легче. Слушайте, это так круто увидеть, как готовится хлеб от и до. И не жалко динара взять с собой в дорогу. For you, dinar? For one dinar? Yeah, for one dinar. Oh my Okay, God! I go. Oh, no. Wow. Thank you. Ну все, хлеб есть, пошли за зрелищем. В детстве я мечтала о детской железной дороге, но, к сожалению или к счастью, мне ее никто не подарил. А теперь у меня есть свой огромный поезд! Посмотрите, раритет! Настоящий поезд! Я знаю, я хочу сделать вот это. Вот это? А я думала, она такая. Ну? А на себя? Полный вперед! Go! Через самое сердце пустыни проходит Хиджакская железная дорога, по которой курсирует уникальный ретро-поезд. Хочу увидеть здесь все. Ух ты! Это, наверное, первый класс. Дерево, мягкие кресла, диваны. Это так круто. Ого! Экстримчик! Из вагона в вагон прямо на ходу. А это, судя по всему, второй класс. Обычные деревянные лавки. Тут наверняка не так было удобно ехать на жестких деревянных лавках. Но это еще не все чудеса. Машины времени не существует, но никто не говорил про поезд. Прямо сейчас мы перенесемся с вами на 100 лет назад. Был май 1916 года. Я ехала из Аккаба в Маан к своему дорогому Тонни, который работал инженером на фосфатных копьях. Время теперь неспокойное. Кочевники совсем разбушевались. Так что в поезде не обойтись без охраны отряда османских солдат. Все шло гладко, пока... Иду. Все, иду. Come here. Okay. شكرا لحضورك الثورة العربية الكبرى. Спасибо, что приняли участие в нашем шоу. Все, что только что произошло, это самый дорогой и эксклюзивный аттракцион в Иордании – шоу «Арабская революция». И солдаты на поезде, и бедуины на лошадях, актеры. И даже железная дорога – это специально восстановленный участок в 10 километров, чтобы возить туристов. За 1700 баксов тут для тебя разыграют события, когда арабы воевали с турками за независимость под командованием британского разведчика Лоуренса Аравийского.
боевике. Только что. Я набрал припасов и пошел на местную автостанцию. Пришлось потратить 12 динаров. Это 17 баксов. Зато на этом автобусе я доеду до второй точки своего путешествия. Я еду в знаменитую пустыню Вади-Рам. Да, 12 динаров, дороговато. Но зато едешь в полупустом автобусе. Кондиционер. А это тут чудо света. А я уже подыскала себе уникальный отель. Такого вы точно нигде не видели. Впервые в истории «Орел и решка» я арендовала себе весь отель полностью. Алина, nice to meet you. Это непосредственно владелец отеля. Пойдемте. Какой милый. Вот, пожалуйста, самый маленький отель в мире. Нет, это не бред от иорданской жары. Это машинка и есть настоящий отель. В прошлой жизни он был Volkswagen. А в этой жизни он маленький отельчик. Сколько тут всяких деталей. Попугай, верблюд, вышивка. О, стразы. Я хочу посмотреть свои апартаменты. Open, please. This open inside. Целая система, как открыть. Это, конечно, идеальное место для ночлега, для такого заядлого интроверта. Просто кроме него здесь никто больше не поместится. Интересно, все так оббито. Такой дурдом-отельчик. И не понимаю я, где тот самый вид обещанный, дорогой? А, вот у нас вид тут. Через маленькую щелочку ничего не видно. А что насчет мини-бара? Бардачка-то нет. Ну, давайте будем честными. Это кровать. Просто кровать в форме машины. Все-таки слишком пафосное название. Самый маленький отель. А вообще, это просто находка для всех инстаграмщиков. Паша? Почему именно здесь? Можно же было выбрать очень много разных мест. Я живу в деревне Аль-Джая всю жизнь. Behind castle У and нас тут есть замок 12 века, но люди редко здесь задерживаются. sleep with here. Поэтому я решил создать место, где туристы могли бы остановиться на ночь. Взял старого жука и сделал из него достопримечательность. I am, I think, in Lebanon. Туалет, как у бабули в деревне. Отдельно на улице. Here? Окей. Ого. Такой стиль эклектика. Тут тебе и скала, и плитка, и набор ванных принадлежностей, как в любом отеле. Вот мочалочка для грубых мест, салфеточки, мусорное ведро на уровне руки для удобства, 2 вида туалета, кто как любит. Но милый дядюшка Абу Али, конечно, юморист. Несмотря на всю эту простоту и аутентичность, удовольствие не из дешевых. Ой. $72 в сутки. Но я хочу домик побольше. Ну что, пора селиться в настоящий отель? Пустыня Вади-Рам – второе по популярности место в Иордании после скального города Петра. Так что все, кто путешествует в Петру из Акабы, заезжают сюда. Все, на пустыне уже видно. Только, по-моему, туда просто так не зайти. Вон, смотри, визитор-центр. И вход, походу, платный, да? Студентам 0,5, иностранцам 5 динар. Жалко, что я не студент. Привет, как дела? Спасибо, нормально. Слушай, у меня к тебе есть хорошее предложение. Что еще за предложение? Могу тебя покатать по пустыне за 30 динаров. Да не, спасибо, я лучше куплю в туристическом центре. Да ладно, это целых 2 огромные шаурмы. Обычные туристы берут на прокат машину, и потом официальные водители увозят их кататься по пустыне за 35 динар. Соглашайся, ты не пожалеешь. А вы меня не убьете там? Нет, можешь мне доверять. Я и жить люблю, и 5 динар люблю экономить. Ну, окей. Ладно, поехали. Окей?
Меня зовут Саам. Я Антон. Можно я буду называть вас Али-Баба? Вообще-то нет, но за 30 динар можешь называть как угодно. А, я решил рискнуть с частником. Все равно с меня брать нечего. А вот девушкам садиться к незнакомцам в Иордании не советую. Говорят, могут попасться приставучие типы. Давайте расскажу вам о своем новом знакомом. Саами, бедуин, подрабатывает гидом и неплохо шпарит по-английски. Хотя говорит, что выучил его на слух. Сначала мы ехали по трассе, но потом мой водила резко свернул в пустыню. А вот и она, огненно-рыжая, раскаленная, как сковородка. Пустыня Вади-Рам. Класс, Сами, здесь целое море песка. А знаешь, как бедуины используют песок? Ночью он сохраняет свое тепло, поэтому в него закапываются и так спасаются от холода. Также горячим песком лечат суставы и ревматизм. Но чаще всего мы используем его как сухой душ. Как душ? Да, он действует как скраб, который стирает с тела всю грязь. То есть тут все вокруг такой большой спа-салон. Вади-Рам по сравнению с Сахарой или Тамгоби очень компактная пустыня, площадью примерно с Киев. Ее прелесть в том, что на небольшой территории можно увидеть уйму всяких чудес. Чудо первое. Внезапные барханы. Иорданский Диснейленд! Чудо второе. Пустынные жители. Сами это верблюды. Смотрите, караван верблюдов в пустыне. Сколько их? Тут здесь 20, если не больше. Парни, я тут. Держатель верблюдов. Раньше шли пешком по пустыне за караваном верблюдов, а сейчас вот ездят на таких джипах просто за ними и указывают направление. Сколько километров в день проходит караван? Примерно 14-15 километров. А еще они могут выпить до 180 литров воды. Ничего себе. Но ты знаешь, я не верблюд, и для меня здесь слишком жарко. Каждого из этих верблюдов клеймят или в шею, или копыта оставляет клеймо, и это означает знак определенного племени или клана, и если верблюд ушел в другой клан, то тот обязан его вернуть. Ну, на самом деле, жутковато. Знаете, как в магазинах продукты со штрих-кодом. Вот тут то же самое. Маркетинг по-восточному. Чудо номер 3. Древние дорожные знаки в пустыне. 2000 лет назад через Вади-Рам ходили караваны. Они возили из Египта в Сирию и обратно ткани, специи и ароматические масла. Ориентировались по этим рисункам. Вы понимаете, что это древние рисунки, по сути, это указатели, куда идти каравану. Они показывали, что он идет в правильном направлении. Четвертое чудо Вади-Рам – ее удивительные скалы. Кажется, как будто бы тут высадились инопланетяне, и что-то пошло не так, и они так тут и остались. И вот это все превратилось в один большой камень. А вы только посмотрите на это. Я король пустыни! Эй! Здесь кажется, что ты даже не песчинка, а какая-то молекула. Но эта молекула тоже умеет удивляться. Туристы, приезжающие в Иорданию, чаще всего останавливаются в аутентичных шатрах или бедуинских лагерях. Но, простите, я в этот раз богачка. Могу себе позволить что-то другое. Hello. For me, it's a special room. Credit card, please. Thank you. Thank you. На моей премиальной карте MasterCard уже куча баллов. Вот сейчас обменяю их по программе вознаграждений. Так. О, наушники. Как раз собиралась купить. Спорим,
Уверен, вы точно не догадаетесь, где я сегодня буду ночевать. Это не вилла, не президентский люкс и не замок. Но я уверена, что вам понравится. На склоне горы приютился необычный отель. Виллы в нем напоминают то ли огромные молекулы, то ли мыльные пузыри, то ли... Яйца огромного страуса! Неожиданно? Согласна. Правда ведь похоже? Не так просто открыть. Меня прям засосало. Чтобы пройти в мой дом, нужно зайти сначала в такой герметичный коридор. Та-дам! Особенность этого домика в том, что он не построен, а надут. Как это необычно. Знаете, как хомяки в таких вот кружочках бегают? Я как хомяк. Гостиная – это огромный прозрачный пузырь, к которому пристегивается несколько пузырей поменьше. Вот ванная пузырь. Туалет. Стены непрозрачные. Есть окошко для особо открытых людей. А тут спальня пузырь. Здесь будто находишься под огромной испепеляющей линзой. Можно нехило загореть на солнце. Только один момент смущает. Вы слышите звук? Что, он постоянно так будет шипеть, свистеть? Как будто чайник закипает. Чудо пустыни Вади-Рам номер 5 – это ее люди – бедуины. Они считают все эти земли своими, поэтому, не спрашивая властей, разбивают лагеря, где им захочется. Знакомься, это глава лагеря Абу. Абу означает «отец». Хотя по паспорту этого бедуина зовут Иид Минаджа. Он глава семьи. Таких здесь еще называют шейхами. Так что, девушки, не ведитесь. Шейх — это не тот, кто на золотом Феррари, а просто главный среди пастухов-кочевников. У бедуинов есть кодекс чести – шараф. Согласно ему, каждого гостя надо принять и угостить. Это арабский кофе с кардамоном. Ой, какая дрянная штука. На вкус как земля. Держать чашку нужно только правой рукой. Окей. У нас так сложилось, что левой рукой, в общем, нечистой она считается. Вообще, когда ты в гостях у бедуинской семьи, нужно забыть про левую руку, все делать правой, чтобы их не оскорбить. Классно тут будет мне, левше. После хорошей чашечки кофе что нужно? Хорошая чашечка чая. Они называют его red wine, бедуинское красное вино. Это скорее не чай-сахар, а сахар с чаем. С чаем надо не зевать, а то его моментально облепливают полчища мух, которые 5 секунд назад сидели на бедуинских верблюдах. Сами, где все женщины? Женщинам запрещено находиться в одном помещении с мужчинами. Мы с Абу уже дружим много лет, но его жен я еще ни разу не видел. А какой вообще должна быть бедуинская женщина? Без яркого броского макияжа, откровенной одежды. У нас на женщин можно посмотреть лишь один раз, но долго пялиться нельзя. Это считается оскорблением. А я, например, могу взять в жены девушку из вашего племени? Мусульманин может жениться на христианке, а вот христианин на мусульманке нет. Был бы ты мусульманином, мы бы тебе нашли 4 жены. Хорошая перспектива. Мы разговорились, и выяснилось, что мой новый знакомый не только шейх. Оказывается, я в гостях не просто у бедуинской семьи, а в гостях у настоящего целителя, доктора. Правда, доктора травами и огнем. Звучит круто. Доктор рассказал и показал, как его когда-то укусила змея. Как у него после этого выпали зубы и появился дар исцеления. А еще какая медицина была у бедуинов в старые времена. Новорожденному прикладывали к пуповине серебряные монеты и обвязывали живот. А чтобы заживало все быстрее, обмазывали маслом из пустынных трав. И за месяц пупок затягивался и заживал. А шейх так вообще сам себя вылечил. Мы как-то резко стали очень близки. Мы уже показываем друг другу камни из почек. Конечно, сейчас бедуины осовременились. В шалаше есть дешевое радио, у шейха телефон, и все это заряжается от маленькой солнечной батареи.
Удивительно гостеприимные люди. Кофе напоили, чаем с мухами угостили. Жен спрятали, рассказали все о жизни бедуинов, о целебных травах и о своей профессии, о том, как они вообще здесь выживают. Thank you. Спасибо вам, доктор. Я к вам запишусь на прием. Thank you. Сами, а все бедуины живут в таких лагерях? Большинство живет в пустыне, но некоторые и в пещерах. В пещере? Да, вот я, например, как раз сегодня буду ночевать в своей пещере. Серьезно? Хотел бы я на нее глянуть. Без проблем. Добро пожаловать. Только у меня же совсем нет денег. Сегодня ты будешь моим гостем. Денег не надо. Огромное вам спасибо. Поехали. Вперед, к пещере. Чтобы вкусно поужинать, миллионеру не обязательно ехать в ресторан. Можно остаться здесь, прямо в пустыне. Я решила съесть что-нибудь традиционное, тем более местные очень необычно готовят здешние блюда. На ужин у меня будет баранина, запеченная с рисом под землей. Готовят в Иордании не на плите или костре, а в необычной земляной духовке. Блюдо ставится на угли, запечатывается фольгой, накрывается металлическим листом, а сверху еще и засыпается песком. 6 часов, и блюдо готово. Тут, конечно, порция не для леди. Можно накормить все село. И куски такие серьезные, мужские. Что ж, попробуем. Очень вкусно, прям идеальный рис. Говорят, что у баранины есть какой-то специфический вкус. Моя, кстати, ничем не воняет. Очень ароматно. Такое прям хорошо протушенное мясо. Кто сказал мяу? Так, держи. Мне тут хватит на всех. Мы забираемся куда-то очень высоко-высоко в горы, и человеческого жилья не видно уже где-то час. عيدك اليمين في بيت ايوه على اليمين في بيت شعر اطلع من بيت الشعر هي حطيتك ضوي عند في Вы مطار же понимаете, что محمد بالله حط لي من вот здесь от меня العقد уже просто ничего не зависит. Я сделать ничего не могу. سبيل وني Буду только надеяться на лучшее. Наконец-то мы куда-то добрались. Непонятно, правда, куда. Но, по-моему, мой друг не обманул. Это реально пещера. Ой, там кто-то есть. Здесь живет моя сестра и ее сын, мой племянник. Салам алейкум. Я думал, что тут будет как-то страшно, непонятно, черт, куда он меня везет. А тут как-то по-семейному, что ли, по-домашнему. Костер, звезды, луна. Сейчас мы вообще свечи пойдем зажигать. Свечи в пещере. Пакет с песком для свечей. Кажется, что сейчас зажгут все свечи, канделябры, и начнется бал. Эту пещеру вырубили в скале древний народ набатейцы. А спустя несколько тысяч лет ее нашел мой пра-пра-пра-прадед. Фантастика, 4000 лет в пещере. Половины из вас тогда не было. Я думал, это прямо пещера, там летучие мыши, тигры, а тут тепло, очень уютно, потолки высоченные, 4 угла, стены покрашены, вон повсюду ковры. Очень даже здорово. Класс. Антонио, иди кушать. Ага, иду. Я хотел как-то отблагодарить Сами, поэтому решил поделиться своими запасами. Что у тебя здесь? Это хлеб, который я сделал своими руками. И финики, сорваны с пальмы прямо в центре Акабы. А у нас здесь рис, картошка, курица, тахини и хумус. А это что? Это бедуинская кола. От верблюдов. Да. Я так и знал. Мог ли я подумать сегодня с утра, прилетев в Акабу, что мой день будет заканчиваться под звездами, рядом с бедуином, около пещеры, в какой-то далекой пустыне. Пытаюсь вспомнить, когда у меня был такой последний день. Вспомнил. Никогда. Спасибо тебе огромное.
Вид здесь потрясающий. Я словно в 1001 ночи оказался. Да, Антон, полностью с тобой согласна. Атмосфера здесь невероятная. Я прямо посреди пустыни. Джакузи. Над головой звезды. Это какая-то сказка. Вон, там звездами написано: Антон, иди спать. Пойду. Спокойной ночи. Включаю свет. Душу. Доброе утро. Теперь можно и рассмотреть, где я ночевал. Вот она, моя 4000-летняя пещера в скале. Это было самое необычное место ночевки за все мои путешествия с Орлом и Решкой. Отличное утро! Ой, это ты. Я только уснула. На 15 минуточек. Всю ночь. Слышите? Поддувка шарика. Вот, вся правда о богатой жизни. Да не Зайцев там свистит под домиком. Ну ладно. Доброе утро. Пора собираться. В Петру. По пути из моего отеля в сторону Вади-Араба вы встретите вот такую сухую корягу. Именно здесь вас и будут ждать заветные $100. Доезжаете из Бабл-отеля в кафе Абу Хумель. За ним сворачиваете направо и едете 2 километра до синего дорожного знака. Через дорогу от него будет сухое дерево. Под ним и лежит наша бутылка. Поторопитесь. Утром Сами поехал по делам в городок Вади-Муса и захватил меня с собой. Вы знаете, после того, что он для меня сделал, я буду звать его не Али Баба, а Батя. Можно я буду называть вас Батя? Конечно, можешь. Спасибо, Батя. I go. Удачи, сынок. Я пошел. Меня ждет чудо света. Бай, Батя. В Вади-Муса находится вход на одно из главнейших чудес света – древний город Петра. И у меня еще есть надежда сюда попасть. Hello, excuse me, how much for one visiting? For one day? Yeah, for one day. 50 dinar? You have some sales for students? There's some sales for babies? Чудо не случилось. Билет на чудо света стоит 50 динаров. Это $70. А у меня осталось всего 20. Слушай, ну это какой-то грабеж. Ладно, надежда умирает последней. Посмотрим, может, в интернете есть что-то. Я уверен, есть какая-то лазейка. Я вас умоляю, что такое $70 для богатого туриста? Это так, песок. This is one ticket. Ух ты! Welcome, Алина. В интернете, конечно, пишут всякое. Кто-то говорит, что можно пролезть через какой-то черный ход, но это надо обойти все посты, перелезть через горы. Ну, в плюс 45, если честно, не готов. Не мой вариант. А вот это уже поинтереснее, пореальнее. Говорят, можно раздобыть билетик у тех, кто уже посетил Петру, и пройти по нему еще разок.
Извините, можно вас спросить? Да. I'm just from Вы вернулись из Петры? Да. for you to А можно пройти по вашему билету? You know, like I bought. Сомневаюсь, потому что они его компостируют. Excuse me, can I ask Вы не подскажете, в Петру можно попасть только по билету? ticket like you know, like a tourist for 5 Да, ты сможешь пройти только если купишь билет в кассе за 50 динаров. Не, ребят, голяк. Мне там все объяснили. Мало того, что они на входе компостируют билеты, дважды не пройдешь, так еще проверяют паспорта. Так что, сори, ваш совет не работает. В Петру мне попасть не удалось, зато появилась идея. Но сначала мой верный иорданский друг – автостоп. Сайхун. Вас все равно 4. 2-0. Сайхун. About think you good. Я уже понял. Excuse me, Сайхун. Слушайте, ну это природное чертовское обаяние никогда не подводит. Как же это бесподобно красиво. Я даже города еще не дошла, а здесь такой вид. Петра – древний город. Из греческого переводится как «скала». А все потому, что он высечен прямо в камне. Наверху песчаник прям красный. Недаром это место еще называют Red Rose City, потому что на рассвете и закате он прям горит красным огнем. Чтобы попасть в сам город, нужно идти по глубокому извилистому ущелью Сик. Полчаса, кроме высоченных стен, ничего не видно. Но вдруг скалы расступаются, как огромные кулисы. И перед тобой появляется... 8-е чудо света. Эль-Хазна. Как? Как? Это чудо, это правда чудо. Не построено кирпичик за кирпичиком, а в скале. Вот выдолбали это здание. Ой, мамочки, это очень красиво. Ну как можно поверить, что такой дворец создали более 2000 лет назад? Для обычных туристов это просто невозможно. Но у меня эксклюзивное разрешение пройти прямо внутрь. Идем. В фильме про Индиана Джонса тут нашли тайный ход. А в «Трансформерах» в стене был замурован огромный робот. Но на самом деле внутри только примитивные пещеры, никаких секретных комнат. Обратите внимание на урну сверху сооружения. Бедуины верили, что в ней спрятаны сокровища древних караванов. Поэтому постреливали в урну из ружей, надеясь, что оттуда хлынет поток золота. Эль-Хазне не единственный дворец в Петре. Более 2000 лет назад тут были сотни домов, дворцов и гробниц, высеченных в скалах. Это необъятный город. Даже отсюда не видно, где он заканчивается. А ведь это всего лишь 30%. Археологи говорят, что прямо под землей еще очень-очень много тайн. В Петре до сих пор сохранились остатки дороги и даже уникальный водопровод. Здесь набиралась дождевая вода, и в больших углублениях она копилась прям целый год, и потом ее использовали, пускали по вот этим вот углублениям, которые идут через весь каньон. Гениально? А так просто. Петра была оазисом посреди пустыни. Тут останавливались все караваны на пути с Красного моря в Сирию. Столица была настолько богатой, что тут даже был свой театр на 4000 зрителей. Знали ли вы, зрители древнего амфитеатра, что когда-нибудь здесь будут толпы туристов? И это все будет называться 8-м чудом света? Думаю, нет. И все было бы у Петра хорошо. Но однажды случилась катастрофа. Мощное землетрясение разрушило город. От десятков помпезных дворцов осталось только несколько фасадов. А сама Петра отправилась в забвение. Вот такая Атлантида в пустыне.
Для тех, у кого нет денег на билет в Петру, есть Петра для бедных. Вход сюда абсолютно бесплатный. Петра для жадины. Малая Петра один в один главная Петра, только в миниатюре. Те же храмы с колоннами, спрятанные в нишах, пещеры, ступеньки, и все хочется оббегать да облазить. Сань, давай сюда. Сюда давай. Ну, Сань, давай сюда. А вообще ученые говорят, что Малая Петра – это всего лишь пригород Большой Петры. Ну, сами понимаете, встал с утра, сел на 308-го осла и до конечной в Большую Петру. Рутина. Что еще важно знать, туристы сюда ходят в основном утром и разбегаются, когда становится жарко. К часу дня тут тишина и покой. Остаются только бедуины. Они следят за порядком и как могут убирают ущелье. Пацаны, увидимся в следующем чуде света. Я ничего такого и не планировал. Слушайте, даже у бедного человека в Иордании может быть своя тачка. Все-таки уже... Воу! Второй раз за этот уикенд понимаю, что золотая карта не всегда прикольна. Thank you. Сейчас. Спасибо. Я к своему ортопеду и вернусь, да. Смотри, прикольно. Лучший вид в мире через 6 минут. Ну что, засекаем? 6 минут, 6 минут. Надеюсь, вид того стоит. Видимо, сюда. Я справился за 4,5 минуты. Да и вид тоже на 4. С плюсом. Не самый красивый вид на свете, но вполне себе. Знаете, у нас в Орле и Решке принято, когда видишь что-нибудь красивое, нужно обязательно сказать что-нибудь возвышенное, высокопарное, необычное. Какие мысли у тебя в голове при виде этого места? Я тоже скажу. Жрать хочу, не могу. После того, как Петра была разрушена, весь мир о ней забыл. Знали о Петре только бедуины-кочевники. Они поселились в этих древних дворцах. Прямо внутри гробниц пекли лепешки. Вон все потолки закоптили. И пасли коз на древнем амфитеатре. Но в 1985 году местные власти сказали: все, лавочка закрыта. Теперь в Петре будет музей. Выселяйтесь. Бедуины ушли, но получили эксклюзивное право развлекать туристов и зарабатывать на них деньги. Поселок Кум-Сайхун построили специально, чтобы переселить сюда бедуинов, которые раньше жили в Петре. Вот так они из пещер переселились в обычные дома. Вот так-то. Hello. Привет, можно к вам? Yeah. Да, конечно, садись. What are you doing? Чем здесь занимаетесь? Мы работаем в Петре. Там весь бизнес поделен между 12 бедуинскими семьями. Одни продают сувениры, другие возят туристов на верблюдах, третьи заведуют повозками. А еще мы работаем на государство. Отыскиваем заблудившихся туристов и отлавливаем безбилетников. What would you like? Что бы вы хотели передать туристам, которые собираются в Петру? Maybe you have,
Давай, хороший. Слушайте, ну, лучше и не скажешь. Welcome. Давай, хороший. Хорошо. А можно напоследок нескромный вопрос? У вас такие красивые глаза? Это у вас такой макияж? Нет, это у нас вместо солнцезащитных очков. А, это защита от солнца такая? А из чего это делается средство? Из дерева. Дерево? Да, у нас в горах растет дерево матай. Мы его пережигаем, а потом углем подкрашиваем глаза. Можно даже мыться каждый день. Оно все равно будет держаться 2 недели. С такой боевой раскраской бедуины очень похожи на Джека Воробья. Хотя сами бедуины говорят, что это он на них похож. Это мой билет на чудо света. В Петру! Оказывается, попасть в Петру можно не только днем. С наступлением темноты тут устраивают вечернее шоу, билет на которое стоит 17 динаров. Это 20 баксов. Правда, билет позволяет дойти только до фасада Эль-Хазне. Но какая разница? Ведь все равно я попаду в Петру. Извини, здесь вход на шоу «Ночная Петра». Ага. Эй, в чем дело? Тебе нужно вернуться в кассу и купить дневной билет на завтра. И только потом ты сможешь попасть на шоу. А по ночному билету нельзя. Понял? Я сюда летел этими 8 поездами, с самолетами, лодками, чтобы добраться в это одно из 7 чудес света. Я в эти $100 копил по копеечке, в пустыне в плюс 1000 градусов, ходил по жаре, копил на вот этот билет за 17 дирхамов последний, не доедал, не допивал. Для того, чтобы пройти на ночное шоу в Петру, нужно купить еще один билет в Петру, который стоит как весь мой бюджет на все эти 2 дня. Да-ка нафига тогда я сюда вообще приехал? Мне спокойно продали этот билет и сказали, пожалуйста, заходи, через несколько часов представления. А когда подходишь сюда, тебе машут в лицо и говорят, нет, извини, шоу для тебя закончилось. Иди покупай основной билет и приходи сюда завтра. А я не могу прийти сюда завтра. Я сегодня уже улетаю. И, может быть, это был единственный шанс, когда я смогу увидеть это чудо света. Спасибо. Посмотрел чудо света. Прямо сейчас шоу начинается. Ночная Петра. В этот раз я понял, что иногда дорога к чуду света может быть даже интереснее, чем само чудо света. Парни, я тут! Я король пустыни! Правда, итог путешествия малоприятный. Чудо не случилось. Петра оказалась слишком дорогим удовольствием для человека со $100. Но Петра бесспорно стоит своих денег. Где еще в мире вы увидите, как природа и человек соревнуются, кто из них лучший зодчий? Как? А где вы испытаете такие неподдельные эмоции? Я теряю дар речи, если честно. Петра — это величайшее чудо света и точка. Адское пекло. Можно нехило загореть. Окей, I go. А что насчет мини-бара? На вкус как земля. Я сам не понял, как это произошло. Антош, привет! Здравствуй. Здравствуй. Привет! Ух, какие у меня Ух, были какие. выходные! А у меня? Ты знаешь, я ощущала себя просто Индиана Джонс в юбке. Столько всего, но Петра
впечатлило до слез. Это вот это чудо света. Ты же тоже видел. До слез, это верно, да? Я не видел никакого чуда. Я был вот так до этого чуда света. Хотя, может быть, чудо я и увидел. Во-первых, это невероятные люди. А во-вторых, это удивительные места, в которых я был. И хейтеры мне еще 3 года не поверят и будут писать «Верните Алана». Кого я вспомнил? Ну, слушай, ну, зато ты точно увидишь наше следующее чудо света. Карбонара, карбонара. Практически в Италии, только... Доломитовые Альпы. И это будет невероятно красиво. О, да, до Там встречи. зеленые луга, Да ты там что? высоченные горы. Ты на открытках видел? Там женщины с красивыми Ой, глазами. тебе только на женщин. Фиолетовые коровы.